Итак, дорогие друзья, всем привет! Вы по-прежнему на канале Мы в Испании. Сегодня мы приехали в город Мурсия. Прогуляемся, погода шикарная. Посмотрим, что здесь у нас красивого, интересного, нового. Обзоры мы уже делали из этого города. Сейчас начнем нашу маленькую экскурсию, наш маленький репортаж из города Мурсия. Вот с этого места, с моста. Сегодня, дорогие друзья, у нас не стоит задача сделать супер познавательный обзор или какой-то тематический ролик. Просто хотели показать вам один день из жизни здесь, в Испании. Как мы гуляем по Мурсии и берем вас с собой на прогулку и показываем то, что мы видим своими глазами. И вы то же самое, частичку вы тоже увидите. И то, что мы увидели здесь супер-супер интересное. Надеюсь, вам это понравится. В воскресенье в Мурсии, оказывается, тоже проходят блошиные рынки. Смотри, вот это пластинки, да? Вот, конечно, очень цивилизованно все. Вот тут, можно сказать, на набережной. Ну, очень много интересного, но мы поздновато пришли. Наверное, уже все сворачивается. Какие интересные тарелочки. И даже какое-то клеймо здесь есть. Не вижу. Ой, как интересно. Смотрите, какие интересные вещи даже можно встретить. Старинную умывалку, зеркало и кувшин внизу. Ну, может, кому-то понадобится. Да, вообще очень интересный такой рыночек. Достаточно приятные вещи можно здесь встретить. Всякие разные украшения. Такое ощущение, что с натуральным даже. Смотри, какая штука интересная. Сад такой раз. Да? Ну да, может быть. Очень много интересных вещей. Вау, смотрите, как интересно. А мини-машинки? А утюги. Можно стилизовать все, что угодно пространство. Такие цивильные, да? Здесь, да, так все, ну, такой хороший рыночек, да, цивильные такие вещи. Ничего не это самое. Можно какой-то раритет найти 100%. Смотрите, какие тарелочки интересные, да? Керамика. Бош, ничего себе. Бош. Вот на этих бельгийских, да, можно найти все, что угодно. На этих. И даже вот такие вот, мне кажется, а-ля 50-е или 60-е, потому что графика такая, да? Непонятно, что за кувшинчик, стекло. Вроде простенький, но с какой-то историей. Интересно. '80-х годов, 83-го года, 1864 года книжечки. Старые книжечки можно найти. Es que van completos. ¿Y cuánto vale? Eso vale 16 euros los dos. Son muy antiguos, de 1850. Muy antiguo. Две книги 16 евро. Так что, вот, дорогие друзья, на таких рынках можно купить старые книги и достаточно дешево. Вот это 74-го, а это, получается, 19 века. Две книги 16 евро. Это какое-то художественное произведение, наверное, да? Да. Ну, просто вот то, что вот оно старое. Тут даже посмотреть, какими словами писали, да? Да, 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 что-то старенькое такое и Ну, слушай, уникально. испанский Главное, тот в же. таком красивом месте такой рынок находится. Не знаю. Написано с таким старым. Не знаю. Написано, что 1861 год. Цена какая-то не очень высокая. Может быть, они отреставрированные. Ну, не знаю. Вот кто... Вот Жорж Вашингтон книга есть, видишь? 1910 года. Это похоже. Даже с каким-то автографом чьим-то. Какого? Джорджа Вашингтона, да. Ну, тоже, видимо, цена не очень большая. Так что, ну, не знаю. Кто разбирается в этом, напишите. Наверное,
так не очень ценят, поэтому так дешево. А может быть, что-то... 1861 год. Вот такие вещи. Ой, переверни чуть-чуть, я не вижу. Ингланд, да? Англия. 1735 год. Вудленд. Не знаю, она... Это современная же, да? Да нет. Смотрите, какая красота. В любом случае, какого бы века она ни была. А вот это, кстати говоря, похоже такой рисунок на какие-то 60-е. Ну, только совершенно не современная. 50-е. Слушай, ну, не знаю, здесь только никаких этих признаков производства нету. Но, в принципе, интересно. Наверное, что-то испанское. С китайским, японским уклоном. Манитюли. Не знаю. Видите, какие-то такие блюдечки в количестве 3 штук. Вот смотрите, какая красота. На лодочках можно попутешествовать по реке. Ну, соответственно, вот там вот проходит блошиный рынок, где много-много интересного. Ну, мы так, ради интереса ходим. Не то, чтобы мы что-то здесь покупаем, но просто это очень интересно. Посмотреть историю. Да, книги разные, старые, разные всякие посуды. То есть это немножечко такая история. Поэтому кого интересует, ну вот, пожалуйста. Но здесь такой он какой-то очень толкучка и ощущение, что надо как бы следить за своими карманами, сумками и так далее. Будьте бдительны. Вот. Ну а сегодня хорошая погода, воскресенье. Прогуляемся по Мурсии. Пройдемся, посмотрим. Покажем вам интересные моменты. Дорогие друзья, ну и как всегда не забывайте поддерживать наше видео лайками. Ставить лайки. Ваши лайки, ваши комментарии продвигают наш канал, наши видео. Они становятся доступны для большего количества людей. Большее количество людей видят нас, И подписывают. приносит больше пользы. Да, и больше знают немножечко об этой солнечной прекрасной стране. Чему мы очень рады, потому что всегда готовы поделиться настоящей, хорошей, живой, реальной информацией. Сегодня у нас воскресенье и очень хорошая жаркая погода. Уже практически прошла середина ноября, но посмотрите, какая шикарная погода. Сейчас наоборот все цветет и пахнет, и зеленеет. Кстати, кто помнит аспарагусы, которые росли у нас на окнах, на подоконниках, и которые веточки, которые добавляли, мне кажется, их очень часто в букеты. Здесь все тоже, видите, ими усажено и засажено. В Мурсии всегда градусов на 5 больше, чем на нашем побережье. Он находится далеко от моря, ну, как бы в отдалении, поэтому здесь гораздо более солнечно, более жарко. Такой достаточно теплый город. Мы вышли на известную площадь, которая вот так вот называется, Кардинал Бюлга. И справа вот в этом здании всегда устанавливают бельен. И мы с вами здесь уже бывали. Здесь вот в этом дворце устанавливают бельен. Точно. Но еще достаточно рано. Я предполагаю, что здесь какие-то ведутся реставрационные работы, поэтому прикрыли фасад не очень привлекательный. Но, наверное, будет потом очень-очень что-то вау, какое красивое. Да?
этот сам красивый дворец. Конечно, дворец красивый, вероятно, фасад реставрируют, потом будет очень красиво. Здесь проходят экскурсии сейчас, хороший день солнечный. Да, конечно, там ведется реставрация, тут затянуто сеткой. Ну вот, будет очень красиво. Всегда обращайте внимание на вот такие указатели. В каждом городе в Испании есть вот такие указатели, где что находится, куда двигаться, где что смотреть. Музей, соответственно, кафедрального собора указатель. Ну вот. Все достаточно просто. Ориентироваться в испанских городах очень просто. Везде есть указатели, везде есть какие-то информационные таблички. Можно читать, переводить на английском языке. Так, книжный магазин работает сегодня, несмотря на то, что воскресенье. Можно прикупить новые хорошие книжечки. Интересные. Кстати, обратите внимание, вот это Боно Культураль, это значит, можно книги купить по бесплатно. Да, вот студентам дают такие Боно Культураль. Абонементы на посещение музеев, театров и покупку. 200 евро. Да, 200 евро вот студент. Ну что ж, как обычно, мы пришли в собор кафедральный. Здесь работает музей. Сейчас посмотрим. Кидаем. Вот. Загорел, да? Да. Не заметил. Вот еще бросил. Все поставили свечу Слушай, прикольно, да? в кафедральном соборе Мурсии. Да, Алексей правильно сказал, очень красивые витражи, когда солнышко, очень красиво проявляется рисунок. Вообще, с точки зрения архитектуры, очень интересно, уникальные такие строения смотреть, да, как построено. И с точки зрения, наверное, истории. Вот, поэтому... Кстати, вечером были, витражи были по-другому. Да, поэтому просто посещаешь даже такое место с точки зрения и истории, архитектуры, посмотреть, полюбоваться. Ну и немножко за 20 центов вложиться в то, чтобы это было все сохранено. Так и живем, дорогие друзья, так и живем. Не успеваем апельсины съедать. Веточки подрезали, видишь? Да. Так что ты вовремя наш лимон подрезал. Да. Вот так вот, дорогие друзья. Погода сегодня шикарная, тепло. Апельсины зреют. Красота. Алексей нашел красоту. Хлопок. Мы в школе собирали на полях. Некоторые картошку, а мы хлопок. Ну и как всегда, как во всех испанских городах, масса кафешек на улице. Масса кафешек, масса ресторанчиков. Ну и попрошайки тоже здесь есть. Вау, смотрите, какая красивая пастелерия. Какая красота и вкуснятина. Приходится заходить пить кофе. В такой красоте. Пройти мимо нет сил. Вот это да. Вот это красота. Красота и вкуснятина. Шоколада какого только нет. И булочек. Что-то такого съесть. Диета долой. Долой диета. Что-то такого съесть, что похудеть. Точно. Ну что ж, дорогие друзья, как обычно, наша традиция питья кофе в этой замечательной кофейне. Смотрите, какой просто шикарный. Кстати, сколько кофе стоил? А я еще не расплачивался. Не расплачивался. Такая красота, вид на улицу. Красиво. Да, это как панеттон, наверное, да?
Очень красиво, приятного нам аппетита. Будем пробовать кофе в новой кофейне для нас. Если вы видите в Испании вот такую лавку с названием Чаркутерия, то знайте, что это мясная лавка. Здесь продается хамон, сальчичон, разные колбаски, которые называются чорис или сальчичон, ну и прочие вкусняшки. Алексей, куда нам идти? Нам прямо. И не А куда мы пойдем? Мы будем смотреть театр или что? Мы сейчас дойдем до театра Романо, да, который... Ага. Ну, он в другой части города, потому что нам еще предстоит интересная, увлекательная прогулка. Долго и нудно идти. Красный свет. Ну, а мы идем вот по такой уютной улочке. Над нами апельсинчики растут. Апельсиновые деревья. Апельсины зреют, спеют уже. Смотрите, какие входные группы очень красивые. Иногда есть такие домики, вроде ничего особенного. А дверка, смотрите, какая необычная. Алексей засмотрелся. Деревья на балконе. Да, классно. Сейчас я вам покажу красивые виды впереди, вот этой узкой улочки. А вот здесь Алексей углядел газовое Да, отопление. вот газовые трубы приходят, и вот это коаксиальная труба газового котла. То есть, стало быть, здесь они все-таки не мерзнут зимой. Видите, дома, то есть есть с газовым отоплением. Иногда нас спрашивают, как они обогреваются. Несмотря на то, что Мурсия достаточно теплый город. Здесь всегда на 4-5 градусов теплее, чем у нас в Ориуэла-Коста. Но вот есть такой вид отопления для зимы. Сворачиваем на улицу, которая называется Серрано-Алькасар. И идем по улочке. Очень много таких вот узких улочек. Ну да. Ну, такие типичные. Мурсия типичный испанский город. И, кстати, 24 числа Черная пятница. Уже украшают даже к Новому году, к Рождеству. Витрины. И здесь украшено. Уже начинается вот такая красота. Ну и вышли мы к театру Дель Ромео, театру, который находится в Мурсии. Мы здесь, кстати, до сих пор еще не побывали, но надеюсь, что когда-нибудь побываем. Обязательно. Ну, как-то смотрим программу, все пока нам не очень подходит. Вот, но у нас все впереди. Вот такая площадь замечательная и театр. Ну, как обычно, уже время обеда, люди, естественно, не стараются все готовить дома, а в выходные дни выходят в кафешки, в рестораны, чтобы попитаться там, пообедать, встретиться с семьей или с друзьями, или просто как-то провести парочками время. Ну, вот как-то так. Такая у нас сегодня прогулочка с вами. Если вам стало жарко, Особенно в Мурсии. умыться. Мурсия город горячий, его называют еще иногда раскаленной сковородой, то можно умыть ручки, ножки, охладиться, чтобы не схватил тепловой удар. И приятно дальше гулять в тени деревьев. Для лета, кстати, это очень актуально. Можно тепловой удар получить, реально. Ну а сейчас ноябрь, но тоже достаточно тепло. Очень даже. Кто живет в Испании, кто недавно переехал, не забывайте правильно сортировать мусор. Все куда положено. Мы уже показывали, рассказывали в Инстаграме, в какого цвета какой мусор. Сейчас я повторять не буду, но запоминайте. Сортируйте, правильно его утилизируйте. Дорогие друзья, сегодня 26 градусов в Мурсии. И сегодня 19 ноября 2023 года.
Наш любимый Бон-Бон Босс. Кафешечка. Вот такая улочка уютная. Прикольно сейчас, да? На Да. электротяге стоит делать. Да. Кстати, магазин Валентина. Он для нас, знаете, чем уникален? Так зовут наших мам. Так что привет всем из Испании. Везде вот сегодня сидит очень много уличных музыкантов. Играют. Очень много встретилось нам людей, которые без определенного места жительства ходят, немножко просят что-то денежек. И некоторые улочки, конечно, требуют все-таки уборки, потому что подпахивает тем, что кто-то ходит там, видимо, в туалет. Вот, поэтому город Мурсия замечательный, в старом городе просто немножечко было бы почище, было бы получше, меньше бы пахло разными каками. Ну, наша прогулочка сегодня вот такая интересная. День хороший, солнце светит. Художник рисует. Да, музыка играет. Художник рисует. Хочу посмотреть, что он рисует. Интересно, то есть творческий процесс. Угу. Видите, вот художники, они чем интересны, что он воображает. Это люди творчества. Он видит здесь лошадок, он видит машины. Он додумывает немножко, дорисовывает. Каким эта площадь была раньше. Да, очень интересно. Человек творческий. Найдет всегда много-много красивого. Свои какие-то краски, свои вещи. Вот видите. Ну и кафешечка. Классно. Ну что ж, дорогие друзья, сегодня мы с вами прогулялись по городу Мурсия, показали вам какие-то достопримечательности. Надеемся, что это видео интересно и полезно. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. Лайки. Кому было интересно, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчик, пересылайте по WhatsApp или по другим каналам связи друзьям, делитесь. И не забывайте подписываться сами на канал и писать свои замечательные сообщения. Мы всегда рады вашему общению, ответить вам на любые ваши вопросы, на которые мы знаем ответы. И получайте удовольствие от жизни и от просмотров наших роликов. Да, это был город Мурсия, замечательный город Мурсия. Надеюсь, что местами он красивый, местами замечательный, местами немножечко грязноватый. Живут здесь и разные люди, в том числе и творческие люди, как вы успели увидеть. Ну, а мы путешествуем по разным городам, живем в провинции Аликанте и показываем вам Испанию такой, какая она есть. Все, всем удачи, Всем добра, удачи, хорошего добра. настроения. Чао. Адьос, амигос, увидимся вновь. Пока-пока.